Почти одновременно произошли два заметных события, и оба связаны с понятием «патриот». Первое – выход на русском и многих других языках мемуаров Алексея Навального. Книга озаглавлена именно этим словом, ведь политик при жизни всегда подчеркивал, что считает себя патриотом России. Второе событие – резонансное выступление губернатора Приморского края. Тоже вроде как о патриотизме. Цитирую прямо с официального сайта правительства Приморья. «Нам нужно, чтобы ребенок понимал, да, отец совершил подвиг, погиб, но благодаря его подвигу у меня есть квартира, я живу. Это делает детей патриотически настроенными». Можно было бы предположить, что губернатор Олег Кожемяка неудачно сформулировал мысль. Прям как те журналисты с телеканала «Россия-1», которые рассказали про отца погибшего десантника, купившего на гробовые новенькую «Ладу Калину». Однако общеполитический контекст наводит на мысль, что губернатор Кожемяка имел в виду именно то, что произнес. В 2024 году власти действительно считают весьма патриотичным привести в военкомат друга за 100 тысяч рублей, например. Мужа променять на льготы и выплаты. Ну а родного отца, видимо, на квартиру. 24 февраля 2022 года, объявляя о начале войны, Путин говорил о темных силах, цитирую, насаждающих установки, которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. И как это часто бывает с Путиным, он, похоже, не ошибся с оценкой, но ошибся с адресом, кивая на зарубежных недругов. Противной природе человека обмен близких людей на материальные блага предлагают именно путинские власти. Они же предлагают называть это патриотизмом почему-то. Мы на канале много говорили о патриотизме, о самом значении этого слова. В начале войны было важно разобраться, какие действия идут на благо страны и ее граждан и потому являются патриотичными, а какие идут России и россиянам во вред. Например, и государственную власть, и даже само государство критиковать можно и нужно, чтобы решались насущные проблемы и жизнь граждан становилась лучше, чтобы не принимались неверные решения. Это вполне патриотичное поведение. А вот бесконечное и бездумное восхваление начальства, вплоть до президента и абсолютно всех начальственных решений, деяние совершенно антипатриотическое. Если кто-то горячо поддерживает отправку на смерть своих соотечественников, то неважно, сколько раз он при этом повторит «Слава России». Это именно что антироссийская риторика. Никакой он не патриот. В последнее время отделять одно от другого стало несколько проще, потому что путинская система в каком-то смысле стала честнее, гораздо менее лицемерной, чем была в начале так называемой спецоперации. Концепты помощи нашим на Донбассе и освобождения украинцев от нацистов и наркоманов очень быстро провалились. Официоз стал признавать очевидное. Российская армия никого не спасает, а наоборот, стирает целые города с лица земли. Пропагандисты де-факто легализовали в нашей стране риторику газеты «Der Stürmer» и радио «Тысячи холмов». После всего этого власть гораздо меньше стремится продать гражданам какие-то якобы благородные идеи. Начались товарно-денежные отношения, торговля патриотизмом на развес. Вы нам жизнь, собственную или вашего родственника, а мы вам несколько миллионов и, может быть, еще и квартиру в придачу. Друга тоже приводите, 100 тысяч на дороге не валяются. Кто больше на войне заработал, тот теперь и патриот. На главной странице уже упомянутого сайта правительства Приморского края висит объявление. Прямо на самом видном месте. «Наши парни сражаются за мир! Присоединяйся к своим!» 1 200 000 рублей сразу, от 200 тысяч ежемесячно. Насчет сентенции «воевать за мир» есть известное высказывание. Вы понимаете, что воевать за мир – это все равно, что, извините, из песни слов не выкинешь, наша программа идет в позднее время. Так вот, воевать за мир – это все равно, что за девственность. Просто подумайте об этом. Это реально так и есть. Когда вы это поймете, может быть, будете немножко меньше лицемерить, хотя вряд ли. А вот фраза «присоединяйся к своим» из того объявления уже давно не идейный лозунг, а обычный рекламный слоган, вроде «не тормозись, не керсни». И звучит он даже из громкоговорителей УАЗа, разъезжающего по улицам Тольятти. Обратите внимание, там еще проговаривается вслух категория 18+.
Вот прям как положено для коммерческой рекламы. Это для настоящих мужчин. Категория 18+. Присоединяйся к своим, заключи контракт и получи 2 миллиона рублей. Для участников СТО предусмотрены дополнительные льготы и выплаты. Подать заявку нужно в пункте отбора. Подробности по телефону в Тольятти. Кстати, УАЗик принадлежит Тольяттинскому центру гражданской защиты. Это такая муниципальная аварийно-спасательная служба. С позволения сказать, спасатели даже на своей странице во ВКонтакте хвастаются, что используют служебный транспорт для вербовки граждан на войну. И на этой же странице они публикуют объявление. Более 4 миллионов 520 тысяч в год, более 2 миллионов в первый месяц. Даже без лишних уточнений и слоганов. Сразу расценки и ничего лишнего. Когда предложение продать родственника, друга или самого себя оформляется в виде публичной оферты, здоровая реакция абсолютного большинства – пассивное сопротивление. Возможно, вы помните те интернетовские времена, когда на сайтах приходилось буквально продираться к нужной информации через рекламные баннеры. Пользователи ставили программу антибаннер или антивирус, у которого такая функция встроена. Сейчас же включать антибаннер у себя в голове вынужден всякий пассажир общественного транспорта и пешеход на улице. Агрессивная реклама смертоубийств лезет отовсюду. Но сопротивление такой рекламе, к счастью, не требует от человека активных каких-то действий. Иная ситуация у граждан, для которых купля-продажа человеческой жизни за рубли отнюдь не является добровольной сделкой. 25 месяцев назад в России началась принудительная мобилизация, которая породила 2 новые формы гражданского неповиновения. Сначала сотни тысяч россиян просто покинули страну, а спустя время начался протест родственников мобилизованных, в первую очередь жен. Под разговоры о традиционных ценностях и о всероссийском годе семьи путинская система на глазах у всех крутилась так и этак. Чего бы такого дать этим женщинам, чтобы они отказались от своих мужей? И довольно часто весь диалог сводился к простой фразе «назовите уже сумму». Цинично и довольно бесхитростно власти давали понять: мужей мы вам точно не вернем, потому что стоит нам повестись на требования группы протестующих, плотину прорвет, и еще больше людей потребуют того же. Так что давайте просто вы скажите, какое вам нужно откупное, чтобы вы уже успокоились и нашли себе на гражданке нового мужа взамен списанного. В системе ценностей путинской номенклатуры как-то даже неприлично всю жизнь прожить с одним и тем же супругом. Поэтому то, что для нас звучит как запредельный цинизм, с точки зрения чиновничества было нормальным предложением, на которое надо было соглашаться. Сейчас некоторые из жен мобилизованных за несговорчивость и попытки отстоять свои семьи пошли под суд. Дела, к счастью, не уголовные, а административные, но это важное изменение во внутренней политике. Прежде жен, матерей и детей мобилизованных атаковали только придворные пропагандисты. Но органы трогать не решались. Теперь табу снято, а родственников мобилизованных можно задерживать и выписывать им крупные штрафы. Одна из лидеров женского протеста, Мария Андреева, признанная аж иностранным агентом, описывает одно из заседаний. Сегодня, несмотря на простуду, я решила съездить в суд по району Хамовники, поддержать жену мобилизованного. Нагнали представителей центра и полиции. Даже ОМОН был. Знаете, я поймала себя на мысли, что весь этот спектакль рождает во мне только стыд. Мне стыдно за этих мужчин в расцвете сил, которые ходят на работу эту непонятно для чего. Мне кажется, что в юности они немного иначе представляли себе работу в МВД. Это романтичные погони, расследование преступлений и поимка реальных преступников. А что по итогу? Их сгоняют на судебное заседание к женщине, которая, по сути, ничего не нарушила. Стыдно. Просто стыдно. О целой серии судебных процессов, где судили женщин, не захотевших продать своих близких, пишет другая жена мобилизованного, Паулина Сафронова. По ее словам, заседания происходят часто и плотно. Может быть, даже 2 в день. Помимо постов про суды, у Паулины есть еще вот такой пост. Он посвящен ее маленькой дочери и Российскому дню отца, который был учрежден указом Путина в 2021 году и отмечается 20 октября. Сегодня день пап. Странные эмоции я испытала в эту пятницу. Когда в садике у Авроры был праздник, на него пришли папы других детей. Аврора просто ушла в другую комнату и не смотрела выступления других деток.
Так обидно стало, что она не может так же у отца на руках сидеть, как остальные девочки и мальчики, и радоваться концерту в честь этого дня. Как же я хочу, чтобы это уже закончилось, и мы спали спокойно всей страной. Прямо сейчас в России власти последовательно демонтируют нормы морали и разрушают семьи, предлагают людям сдавать за деньги самих себя и друг друга, включая ближайших родственников. Наблюдение за всем этим зрелище не из приятных. Это действительно мерзко и противоестественно. Радоваться тут совершенно нечему. Но стоит все-таки отметить, агрессивная реклама войны в лучших традициях онлайн-казино, запуск реферальных программ и преследование женщин только за то, что они не забыли своих мужей и сыновей, такое саморазоблачение зла способно развеять последние сомнения тех, кого терзают мысли наподобие «как же я буду на этой войне против своих?». Факт в том, что против своих быть и не нужно. Как раз нужно быть за наших. За то, чтобы наши граждане не гибли ради материальных благ, на которые в нормальной обстановке, в адекватном государстве можно было бы заработать мирным трудом. За то, чтобы остались живы и вернулись к семьям российские мужчины и военнообязанные женщины. И те россияне, кого больше 2 лет назад выманили сверить документы в военкомате. В наш патриотизм совсем не укладывается новая путинская этика «квартира взамен папы». Мы считаем благом для страны, когда не разлучены ни муж с женой, ни родители с детьми. Это предельно понятно и просто. Когда-нибудь эта война закончится. Она точно завершится на нашем веку. Неизбежно поменяется в России власть. И если кто-то спросит, на чьей стороне мы были в самые темные годы, мы честно ответим, что были за наших, за Россию и россиян. До завтра.